Ребята, привет! Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Сейчас мы будем рассматривать такой вопрос, как можно ли оставлять непокрытые, не покрашенные детали, вот эти вот, я имею в виду, то, что мы уже вылеплили, но не успели покрасить, потому что наступили холода. Как вот эти все детали будут себя вести, пережив зиму? Что потом будет дальше происходить? Вот у меня здесь как раз есть кусочек, где я сделала черновую подготовку. Ничего не слепила на этом, вот просто осталась черновая подготовка. Вот она у меня зимует. И вот как раз вот клумба, та что чистовая. Ветки вот у меня есть уже готовые, не покрашенные. Как раз вот видно, что у меня там на крыше лежал снег. Сейчас он немножко подтаивает. И видно, что вот на эти ветки капает вода. У меня сейчас на улице -8. Ночью бывает где-то -12, -14. Мы, конечно, живем на юге. Не всегда такая погода у нас. Это как бы редкость. Ну, может быть, за всю зиму у нас бывает 2 недели таких вот холодов. А в основном плюсовая температура. Вот как раз вот мне и подвернулся момент, вот, чтобы я могла снять этот ролик для вас. Сейчас вот смотрите, минус хороший. Вот видно, что ну, вот, все заледенело, вот холодно. Здесь вот ледяная корочка прям. Так что минус реальный. Вот видно, что и песок здесь у меня прям померз. В общем, холодно, ребята. Я не обманываю, на улице реально холодно. Вот видите, что солнышко немножко придавливает, оно начинает подмерзать. Значит, какая вот проблема бывает вот с такими вот вещами? Вот мы накидали слой, он пористый. Я не успела его доделать до конца. Получается липушка на липушку, она же не сильно, как, ну, прям в идеале прям взяла и прилипнула. Где-то есть микротрещины. Значит, большая проблема, почему все люди боятся оставлять зиму. Потому что когда начнет вот этот лед таять, водичка будет проходить между вот этих вот всяких пористостей, трещинок и как бы там оставаться. Потом ночью придавит реальный такой минус, и вот эта вся часть может отвалиться. Но может вот это все как бы отпадать и рушиться. Поэтому мы как раз вот посмотрим, когда у меня потеплеет и будет на улице плюсовая температура, я пройдусь еще раз и покажу, что произошло вот с этим вот диванчиком. И посмотрим, вот видно, что у меня вся та, вот видите, ветка, вся вот она, вот на нее стекает вода, на ней прям сосульки висят. Видно, что вот это самая опасная часть, это вот эта вот ветка. Потому что она постоянно во влаге, днем тепло, ночью реальный минус. Вот теоретически она должна вот тут вот порушиться, вся разваливаться. В общем, когда вот тут вот все оттает, вот тут вот, я потом зайду туда с молоточком и все вам там покажу, что произошло. Вот тут вот как раз вот часть, она здесь уже все сделано в идеале. И тоже вот здесь вот течет вода, крыша, она принимает на себя влагу. Тоже посмотрим как раз, что происходит. У меня здесь потом будет либо желоб поставлю. В общем, как-то я потом решу эту проблему, чтобы меньше это все принимало. Ну, пока вот так мы оставили, потому что как не успели все доделать, и вот так вот все осталось зиму. Как раз вот у меня есть возможность показать вам эксперимент. Здесь, ну, тут этот грибочек я не успела докрасить, он просто покрашен, разбит по цветам. Здесь еще работать надо с ним. Вот у меня перила, тоже недоделанная. И вот эта вот клумбочка, эту я успела покрасить, а это у меня не получилось ее покрасить. Осталось зимовать. Поэтому тоже пройдемся, посмотрим, что с ней и как она пережила зиму. Здесь вот тоже у меня все зимует. Это покрашена клумба. Вот. Тоже, видите, везде лед на ней лежит. Как раз вот. В общем, погода дает мне добро снять мне волнующий вас вопрос. Все посмотрим. Здесь вот вообще у меня часть бордюра в снегу. Гляньте, вот недокрашенная часть. Здесь вот я кусок успела покрасить,
А этот вот камень полностью, вот видите, он обледенел. И точно так, гляньте, какой он весь в дырочку, в пупырышку. Вообще вот аж стеклянный стоит, потому что подтаивает и тут же замерзает. Вот, красота. Так что ждем тепла и посмотрим, что будет дальше. Всем приветик! У нас просто обалденная весна. Посмотрите, как все красивенько цветет. Птички чирикают. Вот такая вот красота. Давайте рассмотрим эту клумбочку поближе. Она как раз не крашена. Я ее уже так осматривала. Крупных трещин и шелушений, такого, что где-то разваливается или отстает раствор, нету. Есть небольшие микротрещинки. Ну, для такой клумбы они не страшны. Я имею в виду, что для конструкции этой клумбы она построена без кирпича, поэтому ничего страшного с ней не произойдет, даже если есть какие-то трещинки небольшие. Так, чтобы что-то где-то шелушилось, отваливалось. Здесь у меня вот снег был. Ничего такого здесь я не вижу. В общем, я считаю, что клумба отлично пережила зиму. Вот у меня здесь и вот бордюрная такая часть. Все отлично держится. Я еще хочу вам показать вот такой вот перила. Ну вот у меня это перила отстояло зиму. Здесь все крепкое. Я вот взяла специально такой молоточек. Вот я вам, видите, шурдю. Все крепко держится. Основа не потеряла свою прочность. Если, конечно, я буду стучать, она будет отбиваться. Нигде я не вижу чего-то такого сыпучего, разваливающегося. Все, в принципе, держится хорошо. Меня здесь все устраивает. Теперь, чтобы мне начать лепить это перила, я просто его обстучу, уберу какие-то выступающие края, там что-то, где плохо лежит, замочу водой и могу продолжать смело лепить это перила. Основа крепкая, ничего страшного с этой основой не произошло. Так что такие вещи можно оставлять в зиму. Ничего страшного нету. Что у нас с ней получилось? Давайте посмотрим. Из-за дождей и вот этой земли она стала немножко грязная. Получается, дождик, когда сюда льет, отбивается песок на камень. Ну, хочу сказать, что все держится. Вот я вам шкрябаю. Все крепенько. Ничего отпасть не хочет. Верха тоже достаточно крепкие. Давайте вот сюда посмотрим. Вот эти места, где у нас стоял снег, лед. Все держится достаточно крепко. Вот я шкрябаю. Сыпется кое-где песок, но в целом все держится. Сыпется в основном вот эта вот грязь. Если бы я покрасила, вот давайте на покрашенное глянем. Вот видите, то же самое. Сюда заходил снег и грязь. Вот я шкребу. Ничего не сыпется. Все целое. Вот эта земля сыпется, грязюка это, а так раствор себя хорошо показал, все отлично держится. Так что вот, все хорошенечко держится, все замечательно. Я вам показывала, что у меня здесь даже такое обледенение было, снег лежал. Ничего я такого сверхужасного не вижу. Все достаточно крепко держится. Куски нигде не отваливаются. Конечно, теперь перед покраской мне надо будет здесь откопать, погрунтовать и докрасить это все. Видите, вот в этих ямках тоже достаточно все крепенькое. Клумба зиму пережила хорошо. Хочу сказать вам, что эта клумба у меня не крашена, уже второй год стоит.
И ничего, пока все нормально. Здесь вот тоже вот верха. Обычно у меня здесь снег лежит. Вот я вам шкрабаю. Тоже краска никуда не девается. Если я, конечно, молотком буду стучать, то она отобьется. А так все держится. Вот в этих дырочках лежит и снег, и вода уходит, приходит. В общем, ничего страшного не происходит. Эта клумба у меня осталась в покрашенном состоянии в зиму. Тоже она пережила все замечательно. Я уже начала высаживать цветочки. Вот, все отлично держится. Нигде никаких трещин я не вижу. Вот, смотрите, я вам беру шурдю. Так вот чищу. Все, даже краска держится, видите, замечательно. Смотрите. Ничего не отстает, ничего не шелушится, все держится замечательно. Значит, самое опасное место это вот здесь. Вот на стыке видно, что у меня здесь все-таки трещинка есть. Потому что эта часть у меня была уже. Я к ней пристроила вот эту клумбу. Поэтому, когда здесь вот трещина, это нормально. А даже трещина может быть на каждые 2 или 3 метра. Это тоже нормально. Потому что земля может подниматься, опускаться. И она может немножко на вот этой вот длине где-то быть такой расширительный, как шов или трещина. Это тоже, в принципе, нормально. Но так как я говорила, что клумба, построенная по вот этим вот технологиям, с ней ничего страшного не должно произойти. Даже если есть какая-то расширительная трещина, ничего страшного не будет, так как клумба построена без кирпича. Вот так клумба, и это построены по одной технологии. Я вам прицеплю ссылочку по вот этой и по этой клумбе. Если вам интересно, как она строилась, перейдете, посмотрите. Сейчас я хочу вам показать еще один момент. Я показывала, как у меня свисали сосульки по крыше и как была обморожена вон та веточка. Вот это вот. Я сейчас туда залезу и хочу там почухать молоточком, показать вам, как пережили зиму эти вот места. Так, вот смотрите, что у нас тут бросается в глаза. Тут держится хорошо. Здесь немножко вот выбился бетон. Вот видно, здесь у меня было обледенение. Ну, скажу вам, что ветка не лопнула. Все хорошо. Здесь вот чуть-чуть вот посыпался слой. Перед покраской надо будет хорошенько зачистить и пройти глубоко проникающим грунтом, чтобы зафиксировался этот слой перед покраской. Так. Ну, держится все хорошо. Просто немножко вот тут вот я вижу, что все-таки слой разрушился вот здесь вот. Здесь вот тоже немножко побилось. Видно вот, что с крыши сюда вот стекала крошка. Немножко слой, да, побился морозом. Ну, не критично. Надо ставить, здесь будет все-таки такой желоб, чтобы улавливал эту воду. И что у нас еще? Вот та ветка была. Так. Здесь, в принципе, все крепко, хоть и пористо. Слой достаточно все-таки прочный. Тоже перед лепкой мне надо будет его почистить, убрать лишние какие-то комочки. И дальше можно продолжать именно художественную лепку. Там тоже все хорошенечко отстояло. В общем, пожаловаться я не могу. Вот в этом месте немножко, конечно, там пошелушилось, но не критично. Вот так вот у меня пережила беседка зиму. Здесь еще мне надо будет проводить лепку. В общем, тут еще много интересной работы. Насчет вот этого диванчика и перила тоже будет отдельный мастер-класс.
Я думаю, что на какие вопросы я вам ответила. В зиму оставлять вот такие черновые работы можно. Благо на правильно приготовленный бетон, если попадает заморозка-разморозка, ничего страшного не происходит. На непокрашенные клумбы тоже не влияет заморозки, разморозки, заморозки. Поэтому не крашеные готовые изделия, недоделанные готовые изделия, крашеные изделия. Все отлично, хорошо переживает зиму. Ну, а я дальше продолжаю свою работу. Я думаю, на этом свой обзор закончить можно. Всем до новых встреч. Пока-пока.